Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео мы будем вязать слитки-дорожки. Это простые слитки, которые вяжутся лицевыми изнаночными петлями и накидом. Нам понадобятся спицы, и я буду использовать в этих слитках два цвета нитей и схема, которую я вам потом расскажу. Сейчас из основного цвета, у меня будет такой темненький цвет, морской волны, набираем 42 петелечки. Вот я набрала 42 петли, вынимаю спицу и сейчас вяжу 4 ряда резинкой. Я буду вязать резинкой 1 лицевая, 1 изнаночная. Провязываем 4 ряда. Вот я провязала 4 ряда резинкой, 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее приступаем к вывязыванию самих слитков. Сейчас немного расскажу схематично. Схема этих слитков выглядит вот так. Попыталась вам ее изобразить. Так, теперь поподробнее. Мы набрали 42 петли. Из общего количества петель нужно вычесть 4 петельки. Вот эти вот 4 петельки. 42 минус 4 получается 38. И 38 делим пополам. Вот они, 19 петель. Первый ряд сейчас наших слитков мы будем вязать 19 петелек, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая петля, накид и опять 19 петель. Изнаночный ряд вяжется полностью изнаночными. Я здесь его не изобразила, то есть здесь у меня только лицевые ряды. Соответственно, второй лицевой ряд будет 19 петель, накид. И здесь уже 3 лицевые петли, потому что вот эти накиды мы провязали, и у нас прибавились петли. За счет этого идет расширение. То есть у нас будут такие дорожки. Вот одна дорожка, вторая дорожка, третья дорожка и четвертая дорожка. Поэтому эти слитки я называю дорожки. Будет 4 дорожки на носочке нашего слитка образовываться. За счет накидов в изнаночных рядах прибавляются петли. Но давайте все более подробно рассмотрим уже в деле. Первый ряд я хочу сразу сделать дополнительным цветом. Вообще эти слитки можно вязать одним цветом. Это тоже будет очень красиво смотреться. Но я решила сделать 2 цвета. Сейчас я добавляю новый цвет и провязываю 19 лицевых петелечек. Так, сейчас все зафиксируем. Провязываем 19. Вместе с кромочной 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот я провязала 19 петель. Дальше по схеме у нас идет накид. Делаем накид, провязываем 1 лицевую петлю. Далее опять накид, 2 лицевые петли. Вот эти 2 лицевые петли – это центральные петли нашего слитка. Дальше накид, лицевая петля, накид и 19 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 петелечка. Вот мы провязали первый ряд. Поворачиваем наше вязание и все петелечки вяжем изнаночными. Провязываем все петелечки и накиды провязываем изнаночными петлями.
провязала 2 ряда, лицевой и изнаночный ряд. Теперь я беру второй цвет, то есть основной свой цвет, и вяжу второй лицевой ряд. Я вижу, что у меня 19 петель, накид, 3 петелечки лицевые, накид, 2 петелечки и так далее. Сейчас на самом деле, почему я на схеме нарисовала только 3 ряда, потому что дальше будет все видно. Приступаем, вяжем 19 петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот я провязала 19 петелек, и я вижу, что вот у меня дырочка. Извините, пожалуйста. Вот перед этой дырочкой я делаю накид. Провязываю 3 петелечки. 1, 2, 3. И вижу, что опять дырочка. После нее делаю накид. Делаю 2, провязываю петелечки лицевые. Вот они, основные, дорожка, которая основная у нас идет по схеме. Опять накид. Перед накидом, перед дырочкой делаем накид. 1, 2, 3. И опять я вижу дырочку, делаю накид. И пошли у нас 19 петелечек. Мне кажется, наглядно здесь как бы понятно. Когда вы доходите до дырочки, делаете накид. Так, и после него тоже нужно делать накид. Это когда уже середину провязали, у вас получается накид уже после дырочки. Все, я провязала лицевой ряд, поворачиваю вязание и вяжу все изнаночные петли. Провязываем. Вот я провязала еще один ряд с дырочками. Беру опять дополнительный цвет и вяжу 19 петелек. Так, что-то у меня тут потянулось. Подтягиваем немножечко ниточки, потому что при смене ниток может расслабление идти. 19 петелек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Я провязала 19 петелек и вижу, что вот они у меня дырочки. Значит, я делаю накид. Теперь сколько же, интересно, мне петелек провязать? Раз, дырочки нет, дырочки нет, дырочки нет. Провязываю 5-ю петелечку и вижу, что вот они дырочки у меня. Опять делаю накид. Вот они центральные 2 петли. Их, как всегда, провязываем. Опять дырочки, делаем накид. Здесь у нас теперь 5 петелек. То есть каждый ряд увеличивается на 4 петли. 2 с одной стороны и 2 с другой. Вот они дырочки, делаем накид. И опять пошли наши 19. Вы понимаете, что эти 19 петелек — это боковая сторона наших слитков. Довязываем 19 петелек и приступаем к изнаночному ряду. Я буду на своих слитках чередовать нити, то есть буду нити менять. Теперь скажу вам, что дальше мы вяжем самостоятельно. Вот я провязала 3 дырочки, вот они видны, 1, 2, и сейчас сформируется 3-я. Нужно провязать 12 дырочек. Провязываем. То есть, если вы будете чередовать нити, то у вас получается зеленых дорожек 6 и 6 морской волны. Провязываем 12 дырочек. Вот я провязала 12 рядов. Смотрите, какая красота получается. 12 дырочек, вот они у меня. Первая дорожка образовалась. В середине 2 дорожки, вот они. И еще одна дорожка с другой стороны. Вот она, дорожечка из дырочек. 12 рядов. Можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее мы будем вязать
основной нитью, то есть цветом основным, цветом морской волны в моем случае, и будем вывязывать подошву. Схема вот такая. То есть, если вы все сделали правильно, сейчас у вас на спицах 90 петель. 12 петелечек мы оставляем для подошвы, остается 78. 78 делим пополам, получается 39. Сейчас я провяжу 39 петель, 12 петель подошвы, и 12 петлю я буду запускать. Потом разворачиваемся и вяжем в обратном направлении. Давайте посмотрим, как это будет, чтобы вывязать подошву. Кто умеет, конечно, это не составит никакого труда. Провязываем 39 петелечек вместе с кромочной 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот наши 19 петель. Пошла дорожка. Я вижу, что нужно делать накид, но мы делать накид не будем, потому что нам достаточно. 19. Дальше вяжем 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Вот 39 петель – это боковая часть нашего слитка. Далее 12 петелечек подошвы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 петлю я провязываю со следующей петелькой, с 13, да, как будто бы 2 вместе лицевой провязываем. И таким образом с левой спицы мы одну петелечку запустили. Поворачиваем вязание. Первый, теперь у нас идет изнаночный ряд, все петельки также вяжем изнаночную. Первую тоже провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 провязываем со следующей петлей вместе, изнаночной. Провязываем вместе, снимаем и поворачиваем вязание. Мы поворачиваем вязание и опять вяжем 12 петелек лицевых и 12 вместе с той петелькой, которая у вас рядом. Лицевая, значит, лицевой петелечкой, изнаночный ряд, значит, изнаночной петелечкой. Таким образом мы должны убавить все петли на наших спицах. То есть все 39 петелек, которые у нас были отложены, мы все их должны убавить. Убавляем, провязываем все петельки. Вот я запустила все петельки, которые у меня были на спице. У меня осталось 12 петелечек нашей подошвы. Вот так вот вырисовывается наш следочек. Смотрите, какой красивый носочек получается. Впереди 2 дорожечки и 2 дорожки по бокам. Теперь нам нужно сформировать стенку нашего слитка. Нам нужно набрать петельки сбоку. 12 петелек мы набираем со стеночки и 2 с резинки. Набираем 12. Я набрала 14 петелечек, 12 и 2. И провязываем также лицевыми. 12 петелек лицевых. Я провязываю. Последнюю петельку я перекидываю просто так, потому что у меня здесь еще не набраны петли. Теперь здесь набираю 14 петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. И эту петельку скидываю назад, потому что мы ее сейчас должны сократить. 12 петлю мы провязываем вместе лицевой, поворачиваем вязание и провязываем изнаночными. И теперь также нам нужно все петельки сократить, только не забывайте чередовать ниточки. Вот сейчас после изнаночного ряда у меня пойдет нить зеленого цвета, 2 ряда, чтобы у нас узор был по кругу. Провязываем. Я запустила все петелечки 12. Вот видите, как красиво получилось. Узор продолжается. У меня осталось 2 петелечки на спице слева и справа. Теперь я беру основную нить. Кстати, дополнительную нить мы можем уже обрезать, потому что она нам больше не понадобится. Потом мы ее красиво заправим. Сейчас я провяжу 3 ряда узором резинка, а 4-й я буду петелечки запускать. Провязываем. Я провязала 3 ряда узором резинка, а 4-й ряд я буду сразу запускать петли, чтобы у меня вот эти 2 ниточки, начало слитков и конец слитков соединились. Вот так. У нас осталась 1 петелька, мы ее вытягиваем и ниточку обрезаем. Оп. Все, следочек готов. Вот он. Обычно я вот эти 2 кончика вместе связываю, чтобы как бы потуже, чтобы ниточки. Теперь следочек выворачиваю и ниточки все заправляем. Ниточки я заправила. Теперь обрезаем все лишние кончики. Все, 1 следок у меня готов. Вяжем аналогично 2-й. Вот такие замечательные следочки у меня получились. Эти следки на размер 38-39. Если вам нужен размер меньше, я советую просто уменьшить количество дырочек, например, связать 10. А если нужен еще меньше или еще больше, то здесь уже необходимо варьировать с набором петель. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!